Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года? Месяца. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. И понятно, что у каждого из нас свои ожидания и планы, и что-то уже находится в процессе разработки или даже на стадии решения, но из-за время предыдущих месяцев 2025 года планетарные транзиты могли нам вернуть некоторые вопросы на доработку, может быть, какие-то и тайны, и заставить нас решить что-то, либо на что-то решиться. Мы можем стоять перед фактом, перед выбором и во вторую половину 2025 года. Много эмоций ожидается, как и радостных, так и не очень. Но есть и дела, которые потребуют вашего важного внимания и участия. Давайте настроимся услышать подсказки собственной интуиции, шестого чувства и будем реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем приятное время и какие-то подсказки вы услышите. Для вас июнь месяц будет ознаменован тем, что в первый дом вашего гороскопа, ваш знак, войдет планета счастья Юпитер. И поэтому это доброе время, доброе небо. Это на целый год такое событие. Юпитер, планета счастья, обещает более такое спокойное, может быть, более грамотное, более продуктивное решение некоторых вопросов. И это будет важно, потому что от ваших решений словно жизнь начнется с более правильной ноги. И весь мир, наверное, ожидает, когда Юпитер пойдет в ваш знак зодиака. Это как экзальтация. Это когда себя максимально по-доброму проявляет Юпитер. Конечно, это на вас в первую очередь влияет, но поверьте, это на все человечество. По сути дела, если верить в астрологию, то, по крайней мере, это правда доброй энергии. А вот в июле месяце планета Уран переместится из Тельца в знак зодиака Близнецы. Но только на время. Это пробудет с июля по ноябрь. Вот такая короткая дистанция дает вам как преамбулу или какой-то предвестник, можно и так сказать. Ведь это на время. Потом уже где-то с конца ноября до апреля 2026 года вернется Уран в знак зодиака Телец. И это где-то может касаться и затрагивать и вас в том числе, для того, чтобы завершить некоторые процессы, которые были начаты ранее. Или решить те вопросы, которые тоже были или находились в состоянии перемен, опять же, с прежнего какого-то периода. Но период с июля по ноябрь дает нам подсказки с апреля 2026 года по 1933 годы, что будет в центре вашего внимания. Поэтому вы люди интуитивные, примите это к сведению. Итак, что же вас ждет? Давайте узнаем, что случится или произойдет. Какая сфера жизни потребует вашего внимания или принятия важных решений. Достанем первую карту. Это как общая тематика до конца 2025 года. И рядом положим карту июнь, энергии июня. Достанем помесячно по одной карте. Это у нас будет июль. Август, и как главное событие, чего ждать, что случится, что произойдет. Сентябрь, месяц октябрь, ноябрь. И чего ждать, и что случится, произойдет на декабрь. Достанем еще 6 карт и зададим такие вопросы. Первый будет, что вас удивит? Как может быть и неожиданности? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Вот какая-то концепция из 3 карт. Что исполнится? Какая тайна откроется? И если мы спросили, чего ждать, стало быть, какое продолжение будет следовать? Что же, как главное? Карта будущего. Вот смотрите в будущее. Все то, что я говорила до карт, это когда сбываются наши мечты. И в этой колоде, точнее, у нас корабль, посмотрите, один из символов Меркурия, вот это точно. Наверное, с июня месяца начинается доброе время реализации ваших желаний, вашей мечты. Не поставить себя на паузу, а по максимуму что-то для себя хорошее сделать, решиться на что-то или совершить. И как словно ангел сам по себе
корабль, потому что в этой колоде либо есть значение ангелов, сами по себе прорисованные, либо крылья предметом добавлены. Но есть и те карты, когда нет ни ангелов, ни крыльев, это значит целиком и полностью наши какие-то усилия. А здесь вам словно ангелы помогают, возможности, и это всегда, с одной стороны, открывает перед нами новые горизонты. Но и мы сами, учимся более объективно смотреть на мир. Может быть, и на те события, которые мы не в силах изменить, где-то и находим в себе мужество что-то преодолеть, но и, безусловно, мудрость, которая нам помогает отличить одно от другого. Визуализируй буквально свою мечту, и по этой карте вы можете куда-то поехать. Или много будет переездов, для кого-то именно так проиграется. Или когда вы учите что-то, изучаете ремесло или какое-то новое направление, осваиваете какой-то новый ресурс. И все это имеет значение, потому что это перед вами, опять же, и открывает как и будущее, так и новые перспективы. Июнь месяц. Ну вот, видимо, вот это вот. И, кстати, аркан повешенного 12 здесь называется пробуждение, мои дорогие. Ну вот, наверное, в июне какое-то пробуждение после предыдущей паузы. Может быть, у кого-то буквально был застой, но здесь мы уже видим какие-то перспективы. Я могу предположить, это еще и карта альтруизма. Может быть, это старший аркан, какие-то энергии в отношении вас, как чей-то альтруизм. Но, может быть, и вам придется на что-то откликаться тоже альтруизмом. Есть какие-то контакты. Или когда вы можете, к примеру, банально, что-то изучать и попробовать себя в новом деле с позиции, содействия кому-то. Или когда вы делаете первые шаги, но не за оплату, а просто для того, чтобы себя попробовать в новом деле. И это тоже будет как пробуждение. Но очень добрая карта, когда заканчивается какой-то период застоя, мои дорогие. Июль. По 8 мечей это карта искаженного восприятия. И, может быть, вы тут окончательно с чем-то разбираетесь. Эта карта призывает нас в июле максимально быть реалистами. Почему? Потому что какой-то конфуз должен быть устранен. Эта карта еще и прописана. Будь как будто свободным арбитром. Уметь увидеть то, что есть в реальной жизни. Не надуманное. Не совсем с позиции где-то, чего мы хотим осуществить. А вот именно рационально, где-то холодно. Принять, что же существует в вашей жизни на момент здесь и сейчас. Это карта, которая требует от нас некоторой адаптации. И после этого организации жизни в каком-то новом ключе. Июль, может быть, это как и новости какие-то приходят, которые мы не можем изменить. Но значит, себя мы можем адаптировать к любой ситуации. Август. Вот эти добрые начинания, о которых мы с вами говорили, так выглядит туз Пентаклей или туз Земли. Это сама возможность, это поддержка высших сил, это новые возможности и по заработкам. Может быть, это даже те деньги, которые где-то, может быть, и застряли, но, значит, они постепенно приходят. Но сама по себе карта удовлетворения от проделанной работы, которая обозначает какую-то возможность. И ваши собственные ресурсы тоже. И мальчик нам изображен, имеется в виду какой-то рост. И книга у него под мышкой говорит, что мы чему-то учимся, обучаемся. И это не есть само по себе как любопытство, а это те навыки, которые мы приобретаем и в последующем перекладываем на практику и получаем какой-то финансовый эквивалент. Может быть, вопросы денег, работы, или когда вы можете улучшать свои жилищные условия. Такое тоже может быть. Все то, что связано где-то с финансами, или пусть это имущество, дом, это все со знаком плюс. Но в каких-то новых энергиях, не случайно карта будущего. А иногда по этой карте, правда, сбывается какая-то мечта, словно при поддержке высших сил. Это как шанс какой-то у вас может быть в августе. Не упустите. Сентябрь. Но, тем не менее, вот есть какая-то у вас глубокая философия на мелком месте. И как и 8, карта искаженного восприятия, то же самое, и 9 воздуха. Это то, когда мы начинаем анализировать какой-то прежний этап. И главное, событие уже давным-давно закончилось. Не имеет никакого значения. А человек нам чаще показан на этой карте, который не видит ничего. Либо глаза закрыты руками, либо просто закрыты. И вот на этой карте нам так и говорят. Вот эти волнения, они беспочвенны. Открой глаза.
И ты увидишь этот мир совершенно в другой реальности. Вот здесь не нужно оборачиваться, может быть, к каким-то прежним событиям, не быть во власти стереотипов или прежних каких-то шаблонов. У нас начинается с карты будущего, но, может быть, еще в сентябре какая-то история о себе напоминает. Или вы сами, по этой карте мы сами, словно ведь это еще инсомния. Ну вот как будто есть бессонница. Мы начинаем о чем-то думать, мы все думаем до бесконечности, анализируем, а почему один сказал вот так, а почему другой сделал вот эдак. Вот это все не имеет значения. У вас, наверное, до конца 2025 года, если говорим, что вас ждет, ждет совершенно другая реальность. Но вас как будто могут вот эти энергии или, мои дорогие, привычки, в силу привычки. Нам ведь все карты уже сказали, посмотрите, что, в принципе, пробуждение карта, что тройка жезлов, карта будущее, да и туз земли или туз пентаклей нам говорит о новых возможностях. А мы можем словно так это отступить назад и где-то начать сомневаться в чем-то, и сами себе внесем некоторую путаницу в жизнь. Вот такие энергии могут быть у вас в сентябре. Поэтому освобождайтесь от разных табу, шаблонов, стереотипов, потому что, ну, реальность, она уже другая. Октябрь. А для кого-то, может быть, избавиться от бессонницы, кстати, напрямую нужно. И если это бессонница, хронический характер, может быть, подумать и обратиться к специалисту. А если это просто от усталости, кстати, может быть, вот эти две карты часто проигрываются, когда, знаете, как пик вашей активности, а уставшие люди делают ошибки. Поэтому отдыхайте, мои дорогие. Паж жезлов – это какая-то перезагрузка, это креативность, энтузиазм и, безусловно, мотивация. Вот конкретно так и прописано. И это как новое начинание. Это главное, мы на что-то решаемся. Или мы что-то продолжаем, или вокруг мир меняется, может быть. Какие-то новости вы узнаете, и вы видите для себя новые возможности. Поэтому, каковы бы ни были события внешние, мои дорогие, если что-то вокруг меняется или происходит как ломка какого-то шаблона, ну, тут не надо притягивать искусственно что-то из прошлого. Отпускайте все то, что пытается от вас оттолкнуться. Вы на пороге уже совершенно нового качества жизни. Что же за ноябрь? Ну, мне нечего добавить. Карта Солнца. Карта успеха, каких-то важных решений. Конечно, тут и ваши жизненные силы, конкретный энтузиазм прописан. Но это тот энтузиазм, когда мы, как и время, как и наши таланты, как и ваши ресурсы самые разные, прикладываем в каком-то нужном направлении. И по этой карте, карта направления тоже на последующие 6-8 месяцев. Поэтому какая-то может быть перезагрузка к концу 2025 года до середины 2026 вам правильно и дает ориентиры или чем нужно заниматься, или сбываются ваши мечты. Ведь это карта счастья, радости, возможностей. Но все же, когда, знаете, как вы сами-то ведь тоже что-то можете здесь изменить, потому что от чего-то прежнего можете и отказаться. По Солнцу идет еще и наше эго. Это где-то в хорошем смысле характер. Вы можете проявить характер, потому что видите точно и знаете к ноябрю месяцу, что вы не хотите. Вот, наверное, от этого основной пункт или точка отсчета, или одновременно невозврата. А вот заниматься именно тем, что приносит в творчество, вдохновение, что приносит радость. А возможно, это и люди, которые вас и внутренне обогащают, и словно поддерживают, может быть, и буквально где-то, я имею в виду, когда более добрая энергия, направленная в ваш адрес, и вы себя чувствуете, безусловно, более уверенным. И вот это какая-то путаница или сомнение, вот это сомнение, две карты, они завершаются. Более ясный путь к новому качеству жизни. Декабрь. Ну, наверное, у нас чаще бывает декабрь такая некоторая пауза или остановка. И это карта жадины. Ну, можно сказать, что быть жадиной, все сохранять и, главное, все контролировать нужно. Видимо, это совершенно необходимо где-то в декабре. Здесь не есть какие-то энергии, когда мы, ну, так, на эмоциях куда-то срываемся, летим. А это карта неспешности. Это карта, когда мы
правильные какие-то и действия, а перед тем, как действовать, мы еще и подумаем. Но это не есть какая-то философия, нет, это какая-то конкретика. Или перед тем, как во что-то вложиться, просчитать, что я от этого получу. Поэтому какой-то самоконтроль, предыдущая карта Солнца нам говорит, что вы что-то будете продолжать, как я уже сказала, месяцев 6-8. Ну и понятно, сохранять все свои начинания или правильно распределить собственные ресурсы в декабре может быть и такая задача. Что же вас удивит, мои дорогие? Здесь могут удивить некоторые люди, чиновники, например. Все же по королю мечей у нас проходит эксперт в первую очередь, независимый, причем эксперт. И именно в этой колоде это как респектабельный человек имеется в виду, да, какой-то чиновник или то лицо, которое где-то стоит на лестнице иерархии, не на той ступени, где вы. Это вы можете стремиться сделать такую карьеру, и у вас это получится. У вас могут быть контакты с такими влиятельными людьми, или у которых буквально длинные руки, которые могут что-то согласовать, дать дельный совет, каким образом действовать. Но по этой карте мы принимаем такие, знаете, холодные решения, которые не продиктованы эмоциями. Вот что вас удивит. Вас может удивить как раз решение какого-то вопроса, по которому была путаница. Вы сами для себя можете словно обозначить ориентиры и сказать, что ну все, вот я в прошлое уже не ногой. Или какой-то контакт с конкретным человеком, когда вы, может быть, сумеете конкретно переоформить у кого-то недвижимость, у кого-то заключить важные соглашения, у кого-то это могут быть вопросы, может быть, и с банками, или по части вашего бизнеса. Вы, правда, будете тут что-то согласовывать, подписывать, или даже в зависимости у плана, у каждого у нас, из нас, точнее, свои, вы можете обращаться как и к юристам, как и адвокатам по этой карте, и проходят люди в форме, кстати. Ну, форма это не буквально военная, хотя такое тоже проходит. Но это еще и врачи, например, да, кто-то может заниматься, что вас удивит, может быть, и своим здоровьем. Вы будете знать о себе не приблизительно что-то, а конкретно и наверняка. И по здоровью мой вам совет. Если действительно что-то беспокоит, не нужно додумывать, не нужно тут сомневаться. О себе вот по части вашего самочувствия нужно знать объективную реальность. И кто-то, может быть, вы надумали себе чего-то там разного, да, даже худшего, а вы пошли к врачу, и все у вас тут как раз стало на свои места. Вы четко знаете, как вам жить, как вам действовать. Или когда вы обращаетесь к юристу, к адвокату, и теперь понимаете, как работает закон. Я бы сказала так, смотрите, у кого-то действительно, начиная с июля, оценить правильно вот так, беспристрастно вот эту реальность будет как совет от карт. А вы можете сами тут какой-то себе конфуз и путаницу, знаете, какое-то ненужное глубокомыслие устраивать или надеяться, что вопрос какой-то решится сам, а здесь именно нужно действовать через специалиста. И тогда вас удивит, возможно, что вы себе много лишнего надумали, а словно выход, он уже близок или решение какой-то ситуации значительно проще, чем вы думаете. По крайней мере, вы что-то можете, какую-то путаницу завершить. Вот это я вижу железно. Кто или что появится неожиданно, возможности, мои дорогие. И эта карта баланса в первую очередь, девочка наша, идет за бабочкой. И это она себе сама придумала какую-то игру. Поэтому, знаете, не лишайте себя вдохновения. Может быть, эта карта будет и говорить ваши собственные приоритеты, мечта, цели, намерения. Воспринимайте их как вашу игру. Вспомните себя, как в детстве, когда мы себе какую-то игру придумали, нам всегда было легко пройти что-то, потому что мы не относились чересчур так тяжеловесно, серьезно, и тогда больше удается. Поэтому будьте милосердны к самому себе, к своей душе. Может быть, и есть такой момент, когда придется держать баланс, вот словно, да, вот как в этой карте эквилибрио, балансировать нам приходится на этой тоненькой жердочке. Но если мы переведем как будто игра, ваша игра, тогда и возможности у нас появляются. А самое главное, мы не откажемся от чего-то нового. Вверху у нас туз земли, и значит, вам словно высшие силы
помогают, возвращаем, может быть, двойка, это всегда какое-то взаимодействие, решить либо какой-то вопрос, застарелую проблему, или когда нам помогают правильно взаимодействовать с людьми, опять же для себя, вот как пройти вот этот узкий фарватер и остаться более чем довольным. Или если мы смотрим на эту бабочку, осуществить вашу мечту, но свои приоритеты держать в центре внимания. И тогда, может быть, возможности для вас, я бы сказала, появляются неожиданно. Потому что если мы где-то балансируем, или где мы более гибче, более мудрее относимся к тому, как мы воспринимаем мир, или события, которые происходят вокруг нас, то, стало быть, мы готовы к тому, чтобы какие-то альтернативные моменты использовать или альтернативные способы. Мы рассматриваем все новое, не пользуемся какой-то нашей привычкой. Вот тут ведь не одна уже карта сказала: ты отойди от, как от привычки, может быть, так долго что-то анализировать, а здесь у причала каждого дня у вас будет стоять то, чем нужно заниматься или чему уделять внимание. И вот эта легкость определенная, она вам тоже и помогает, может быть, балансировать или с кем-то договариваться. Отчасти это дипломатия. И к чему же это все идет? И вот вам совершенно необходимо. Посмотрите, где-то быть рациональным человеком, и если нужно, не самому додумывать, а обратиться к специалисту. Неважно, у кого-то врач, у кого-то юрист, у кого-то чиновник, да, как оформить тот или иной документ. Может быть, и чиновник не нравится. Может быть, то, что говорят, тоже не нравится. Имеется в виду, ну, юристы даже, к примеру, да. Но тогда что-то согласовать, обойти острые углы. И острых углов нет. Но вот есть вот эта тоненькая жердочка, узкий фарватер. Но вот этот баланс, вот эта дипломатия вам позволяет десятка земли, как и получить больше денег, согласовать какие-то важные вопросы по недвижимости или чем-то определиться по части вашей личной жизни. По десятке земли проходят и наши близкие, и наш дом, и наши родственники, и одновременно недвижимость или какой-то материализм тоже. Это не есть экзальтированная карта или нашей мечты. Это карта конкретики, причем так по максимуму, когда мы можем как и радоваться жизни, так и окружить себя людьми надежными, проверенными и быть уверенным как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. Может быть, у кого-то вопросы выбора партнеров. Такое тоже могу допустить. И это будет, как появится неожиданно какой-то партнер. Или как-то по-другому даже, к примеру, личная история, когда ваш близкий человек заинтересуется каким-то вопросом или то, что интересно вам. Может быть, у вас есть бизнес, а тут как переложить и сделать семейный бизнес. Может быть, я как вариант говорю, но есть какое-то плодотворное сотрудничество, которое приводит вас как и к уверенности, к радости, так и к финансовому процветанию. Что же исполнится? Это к чему все идет? Карта мага, мне нечего добавить. Это ваши решения, это ваша сила. Эта карта говорит о том, что для вас нет ничего невозможного. То, что вы себе поставите в план, вы сумеете реализовать. И предыдущие карты нам ведь об этом говорили. Единственный момент. Маг – это великий практик, но основа его действий, она в ментальности зарождается. И почему, когда выпадает карта мага, я всегда предупреждаю, единственное, чего нужно бояться, вот этой глубокой философии на мелком месте. Потому что мы можем себе многое надумать. Нам это не помогает вот именно видеть реальность сегодняшнего дня, а наоборот нас затягивает в какой-то прошлый омут. И мы тогда можем себе чего-то не того наколдовать. Будьте оптимистами, мои дорогие. Все в ваших руках. Вот есть такая загвоздка, да, или как заноза, которая вам может где-то мешать. Это какая-то картина прошлого. Может быть, и хочется в нее вернуться, а она уже завершилась. Или это сомнение. И вы можете себе говорить: ох, у меня там прежде не срослось, или как-то не состыковалось, и вот теперь у меня не получится. А у вас карта мага, и вы можете притянуть вот своими мыслями совсем не то, что нужно. Поэтому, мои дорогие, притягивайте те направления, которые вам дают
Как и уверенность, так и радость, так и буквально вот это самое солнце. Какая тайна откроется, давайте мы с вами узнаем. Ну, то, что баланс действительно вам помогает. Где-то вам и время помогает, это тоже. Это когда компромисс какой-то, и по двойке земли, кстати, это тоже компромисс. Если мы говорим дипломатом быть, ну, где-то нужно рассматривать разные варианты, так и добрее к самому себе нужно быть. Это, кстати, карта самоконтроля. Но также эта карта еще, когда мы вносим некоторые коррективы, изменения в связи с той обстановкой или с теми событиями, которые происходят извне. И у вас, посмотрите, какое красивое продолжение получается. Но помните, что любой старший аркан, он говорит еще именно о внешних обстоятельствах, но они вам как будто играют на руку. А мы ведь можем застрять или закрыть глаза, или словно себя поместить вот за этот забор и думать, все как будто против меня настроено. Вот поэтому будьте оптимистами, мои дорогие. И Юпитер в вашем знаке зодиака буквально с июня какую-то паузу заканчивает. И как пробуждение говорит вам, пора. К чему же все идет и какое продолжение следует? Но есть, видимо, еще те моменты, которые вам придется отшлифовывать словно, да, скрупулезно, потому что детализация всегда проходит по 8 пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И если мы про личную жизнь, то люди семейные со мной согласятся, что это работа, вот ежедневный труд, семейная жизнь. А если это про работу, значит, есть какие-то темы, когда не нужно отрицать. Тут нужно принять то, что складывается внешне, как обстоятельства, и внести какие-то коррективы или какие-то детали, нюансы изменить. Но карта дает совет. Продолжай. Или у тебя получится, или у тебя не хватит терпения. Поэтому мы спросили, чего ждать. Какое-то прекрасное продолжение следует. Как и по личной жизни, так и по работе, когда можно больше денег заработать, построить новую карьеру, какую-то совершенно именно новую, или в новом ключе, даже если вы имеете профессию, которую вы любите, но все равно каких-то новых высот добиться. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.